Приветствую. Некоторое время назад делал обзор вот на такой вот паяльник аккумуляторный. Не так давно приобрел, пару раз уже попаял. Интересная, прикольная вещь, но появились вопросы. А какой же здесь аккумулятор? И вот мне было интересно разобрать. Как говорится, собирать мы все умеем, а вот разбирать не всегда умеем, потому что иногда вещи ломаем. У меня сегодня есть вот такая вот пилочка по металлу, которая поможет нам в этом. Есть мой роксоновский мультитул. Есть даже вот такая вот по дереву. Вот такая здоровая, но мелкого зера, не знаю. Скажем так, подготовился. И будем пробовать. Так, какой момент, почему я подумал, что его можно разобрать? Значит, мы имеем с двух сторон вот такие две заглушки, и они не прокручиваются, то есть тут точно не резьба, они приклеены. Ну, как я подозреваю, как китайцы делают, тут капелька клея, то есть должно быть разбираться очень просто. К тому же я вот нашел, здесь есть винтик, значит, оно все-таки разбираем. Изначально подумал, что можно отпилить как-то вот эту переднюю часть и, возможно, вытащить весь механизм. Но если тут винтик, значит, вероятнее всего, вот по вот этой линии его можно разложить на две части. Надо только вот эти части сделать. Значит, как я говорил, у меня есть несколько пилочек. Мы можем тяжелым путем пойти, подпилив вот здесь. Но, мне кажется, у нас может быть и легкий путь. И давайте мы с вами попробуем. Так, это убираем. Пилочки пока на месте. Значит, что я хочу сделать? Я подозреваю, что здесь клея не сильно много. Значит, мы делаем вот так вот, вминаем. То есть я пытаюсь немного деформировать этот пластик, так как здесь пластик, таким образом, чтобы при деформации он, соответственно, немного начал смещаться. И те поверхности, которые склеены, то есть они склеены, если пойдет деформация, они каким-то образом сместятся друг от друга. И, вероятнее всего, разойдется. Так, следующее, что мы делаем. Берем ножик и пробуем аккуратненько вклиниться. И вот таким вот действием пытаюсь на излом вытащить эту штуку. Так, вроде идет. Оно даже проще и быстрее, чем я думал. Даже пилочки не понадобились. Ну да. И вот видим, у нас два винтика здесь. Значит, один здесь. Значит, с другой стороны должно быть что-то похожее. Так, а это просто так не снять. Хорошо, двигаемся дальше. Главное аккуратно, то есть вставляю нож и вот так на излом пытаюсь эту вещь двинуть. Тоже идет. А ларчик просто открывался. Действительно, все намного проще, чем я думал. Так, это у нас задняя часть. Это у нас USB-C. Так, а вот даже видно, по-моему, кусочек беленького. Вот это, наверное, и есть весь клей. Да? Тут что-то... Не, вообще это какой-то... Ты, наверное, остатки от этого прокрутился или что? Так, и с другой стороны... А с другой стороны... ну вот как... Реально капелюшечка клею, просто капельку клею поставили и закрыли. Прикольно. Так, здесь у нас два винтика, с другой стороны два, и здесь один, то есть 5. Так, я рад, конечно, что не нужно было пилить. Есть шанс, что я починю так, что оно все еще будет работать. Это, конечно, хотелось бы. Но надежда есть. Есть у меня вот такой вот интересный маленький наборчик. С двух сторон биты, все на магните. И где-то здесь, с какой-то стороны. Ага, раз.
отверточка. Так, нам крестовая. Какая крестовая нужна? Не знаю. Давайте попробуем средненькую. Так, а как ее достать отсюда? Есть. Так. Заказал некоторое время назад такие магнитные пластины. Это на двухстороннем скотче. Она приклеена с одной стороны, чтобы можно было вырезать какой-то кусочек. Приклеили к одной поверхности, приклеили к другой, и что-то такое не тяжелое можно держать. Но я посмотрел, что эта пластина может быть использована как такая подставочка для каких-то мелких металлических вещей. Они легонечко на ней будут держаться. Вот если к ножу, нож у меня же металлический. Нет, что-то так сильно не крепится. Ага, вот. Нож немного магнитится. То есть какие-то легкие вещи должно держать и должно быть неплохо. Так, нож нам всю работу сделал. Закрываем. Так, что у нас первое будет? О, даже, по-моему, угадал с отверточкой. Так. Ну, держится. О, прикольно. Неплохая вещь. Куда угодно можно положить. Ничего не весит, как, например, металлические магнитные чашки. Зато небольшие вещи, вот такие вот винтики маленькие, спокойно можно складывать. Так, будем класть, наверное, в том порядке, в котором они у нас есть, потому что, может, они и разные. Например, по краям какие-то покороче. Да, они у нас разные. Так и есть. Так. По-моему, даже без какого-либо герметика. Так, что у нас здесь? Здесь такие же. Да. Все закручивается нормально. Так, эти тоже держатся. Да, прекрасно все держится. Так. Теперь она должна как-то открыться. Ага. То есть даже не надо больших усилий. Надо, главное, аккуратненько, чтобы ничего не поломать. У нас здесь не хочет отходить. Так, вон я уже вижу, аккумулятор есть. Пальчиковый или мизинчиковый. Сейчас посмотрим. О, а что это тут было такое? Ага, кнопочка, наверное, нам мешала. Так. Значит, вот так это все выглядит внутри. Мизинчиковый аккумулятор. Так, 3,8 вольта. Так, вот думаю, видно. Сколько там? 800 мАч. Так, надо лупу взять. Секунду. Что удивительно, аккумулятор даже с маркировкой, не какие-то китайские дешевые, у которых нету никакой маркировки. Тут все написано. Так, да. 800 мАч. Мне казалось 500-600. Lirion Cell XM ICR 1450. А нет, 1450 это ж пальчиковый. Почему я подумал, что мизинчиковый? Вот, например. Да, это пальчиковый. Значит, 1450 это 14 миллиметров диаметр и 50 миллиметров в длину.
на 800 миллиампер часов 3,7 вольта. По-моему, неплохо. Мы хоть узнали, как он питается. Если вдруг кто-то захочет поменять, всегда можно будет сделать. Так, это у нас просто кнопочка. 2 светодиодика. Так, ну классно. Разобрал и не поломал. Это уже плюс. Так, теперь надо аккуратно это все собрать. Так. Что с кнопкой? Не так ставлю, что ли? Так, ага. Вот так должна быть. Так, это металлическая часть. Такое ощущение, что вот здесь еще тоже приклеено. Наверное, оно немножко приклеено было, потому так тяжело открывалось. Но отклеивать мы не будем. Так, по-моему, он должен стоять как-то так. Вот. И теперь бы его собрать. Да, маркировочка нормальная. Так. Все есть. Аккуратно. Что где не входит. Есть. Так, проверяем, что все еще работает. Есть, включился. 1, 2, 3. Так, и выключается тоже. Прекрасно. Так, если вдруг захочется найти лучший аккумулятор, всегда можно найти элемент 1450 и заменить. Это классно. Так. Закручиваю, но не сильно. Я подозреваю, его еще никто никогда не откручивал. Не хочется поломать. Хоть я его купил дешево, но все же. Так. Легонечко, совсем легонечко докручиваем. Так, центральный винтик. Есть. Надеваем сюда. Достаточно плотно одевается, нету никаких проблем. По крайней мере, не видно. Так, здесь правильно одеть. Так, USB есть. Супер. Супер. Так, единственное, что я еще хотел попробовать, понять, по крайней мере, каким образом, какая температура паяльника. У меня как раз есть термометр для таких целей. Сейчас будем пробовать. Потому что то, что описывают, это одно. А иногда бывает такой момент, что это в реальности мы имеем совершенно другое. Так, у нас есть инструкция. Дальше у нас есть жало. Вставляем. Есть.
И теперь попытаемся проверить температуру. Есть у меня вот такой вот тестер. Так, это нам уже не надо. Это пока тоже. Так, лопа не надо. Нож пока не надо. Так, по поводу температуры, что мы имеем? Значит, первая 300-340. Вторая передача типа 350-380, как раз на второй пая уже. И третья 390-420. То есть по первой должен выдавать 340, 380 вторая и 300 и 420 на третьей. Давайте попробуем. Даже интересно, выдает ли он нужную температуру. Так, куда здесь подключать? Температура. Так, черный и красный. Где у него здесь температура? Ага. Так. Значит, если рукой зажать, что мы увидим? А в чем он показывает? Нет, range. Так, а что переключить надо, чтобы была температура желтая. Так, вот, градусы Цельсия. Есть. Вот у меня в пальцах показывает 32 градуса Цельсия. Так, видно? Видно. Давайте теперь попробуем паяльник. Так. Значит, включаем. Есть, включился. Так, первое. Он должен достаточно быстро нагреваться. О, побежал. 80. Так, паять ничего не надо. 125. 139. Так. Не понял. А какой у нас должен быть? 340. Что, паяет уже его? Так, 180. 200. 200. Так. Что-то ничего не понял. Так, или я что-то не так делаю. Или не там держу. Давайте здесь. По идее 220. И что? О, 300, 338, 340. Есть. Нашел, где его держать. Так, это у нас первое положение. Нажимаем 2. Должен выдавать 380. Так, где-то я опять не так держу. 320. 330. Ну, 340 есть. Так, наверное, я опять не так держу.
Ну, 350 выдает. Так, а вот здесь посередке. Посередке почему-то нету такой температуры. Только на... Так, ну тут я подозреваю, я как-то неправильно держу градусник. Вот, 380, 388, 400 даже. 380, то есть где-то 380 точно есть. Так, и проверяем. Самый мощный режим должен выдавать 420. 380. Так. Опять я не так, наверное, держу. Нет. Так, 360. Давайте поменяем позицию. Так, 380 было. Нет, здесь неправильно меряет. Так, 380. Ну, 390. Ну, 400 он точно делал. Тут должно 420. Где-то погрешность моих, наверное, измерений. Где-то я неправильно тыкаю. Нет. Ну, под 400. Не знаю. Так как первые два 340 и 380 выдавал, у меня есть подозрение, что 420 он тоже потянет. Так. Теперь выключим. Так, нажать и придержать. Раз, два, три, мигнул. Выключился. Интересно, насколько быстро он остынет. Да, какое-то время надо. Хотя нагревается действительно быстро. Секунд, наверное, ну сколько? Ну, 10-20 секунд, и он уже начал дымиться. Это уже было за 300 градусов. Уже меньше 200. Ну, наверное, где-то минутку или две. И он, по идее, должен остыть. Ну, уже 130, уже хорошо меньше 200. Ну да, буквально, как говорят некоторые, пойти выкурить сигаретку. Пока выкуришь сигаретку, он как раз остынет. То есть пару минут ему надо на остывание, и очень быстро набирает обороты. Уже меньше 100 градусов. Еще чуть-чуть, и в принципе будет, да, уже не такой горячий. Все уже 70. Ну, уже меньше стало.
Ну, в принципе, уже нормально. Так, вот такой вот обзорчик. Кто спрашивал про аккумулятор. Теперь вы знаете его модель, и его емкость. Я надеюсь, тоже, если мне что-то не понравится, попробую найти аккумулятор 1450 большей емкости. Наверное, будет прикольно. Что, если кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Есть вопросы, задавайте в комментариях. И всем удачи!